Итак, вы прилетели в Батуми. Как же добраться из Батуми, из аэропорта Батуми в сам Батуми? Мадлоба. Есть несколько вариантов. Один из самых простых вариантов — это, естественно, такси. Вы можете, если вы используете свое такси, Яндекс Такси в России, в Беларуси, либо где-то еще, спокойно выйти и этим же приложением вызвать такси себе прямо из аэропорта в Батуми. Здесь можно доехать 7-8 лари, ну пусть 9 лари. 9 лари — это $3. В пересчете на ваши рубли, на русский это будет 210-220 рублей, на белорусский это будет там 7-8 рублей, и вы уже за эти деньги приехали из аэропорта в Батуми. Это не ярко или дешево, потому что уже через полкилометра от самого аэропорта начинается пригород Батуми, то есть или Батуми, и там уже можно снимать жилье. Вариант номер 2. Ходят автобусы прямо с аэропорта до Батуми, через весь Батуми, через весь вот там аэропорт, через весь Батуми идет автобус. Номер автобуса это 9 или 10, и эти автобусы ходят с 7 часов утра до 24. В выходные они, соответственно, или в зимний период, они ходят с 8 утра до 22. То есть эти автобусы, еще раз, 9 и 10. То есть здесь в аэропорту они заходят прямо в сам аэропорт, и там есть остановка. И там на любых остановках здесь, вот, ну, на больших остановках общественного транспорта, есть электронное табло, где загорается, и вы видите автобус. Еще раз, там 9 и 10 ходят. Стоимость такой поездки по городу на автобусе это будет 30 тетри, это 10 центов. Друзья мои, 10 центов, и вы приедете спокойненько за 10 центов. Естественно, там будут стоять таксисты, которые будут предлагать вам такси недорого. Стоимость таких такси недорого это будет 25, 30, ну в отдельных случаях 50 и выше лари. Но, опять же, если вы вызовете такси через приложение, очень может быть, что это такси, который вам только что предлагал уехать за 25 лари, повезет вас за 7 лари, потому что приложение показало вам эту стоимость. Как же проехать на автобусе? Вот в чем вопрос. Чтобы проехать на автобусе, это такая большая загвоздка, вам необходимо проездной. А проездного, естественно, у вас нет, потому что, чтобы получить проездной, надо его получить в отдельном автомате. И это будет такой небольшой квест, но 3 раза мы ездили на автобусах, 3 раза, и 3 раза местные люди платили за нас своими проездными. А теперь самое интересное. Когда мы пытались им вернуть деньги, они не брали, и вот это такой вот формат угощения, наверное, грузинского. То есть вы уже попадаете в окружение друзей, когда вы садитесь в автобус, и у вас даже контролеры, которые приезжают, ну, проверяют, они снисходительно относятся к вам, как, ну, не как к зайцу, к тому, что у вас пока нет проездного, потому что проездные билетики тут не продаются ни у водителя, и водитель не возьмет у вас никогда деньги. Это можно, то есть о том, как получить проездной в Батуми или в Тбилиси и в метро, мы расскажем вам в отдельном ролике. Еще один способ, о котором я бы хотел упомянуть, как добраться из аэропорта Батуми в сам Батуми, это, конечно же, трансфер. Но трансфер очень часто, на моей памяти, дороговато. Ну, давайте так. Нет, вас встретят, конечно же, вас поднимут ваши чудесные чемоданчики, покладут их в багажник, вас завезут до отеля, поднимут эти чемоданчики с багажника и доставят до ресепшена. Классно, сервис, это все хорошо, но 25 лари или 30, а где-то может быть больше, ну, так себе удовольствие. Давайте сразу договоримся, Грузия тем и хороша, что здесь можно очень недорого, относительно недорого других курортов, жить в свое удовольствие. И если вы будете начинать изначально не экономить на себе, а просто экономить на том, на чем можно сэкономить, согласитесь, что в принципе подняться и сесть в такси, доехать за 7 лари и самому поднять чемоданчик, так себе идея, но это будет в 3 раза дешевле, чем доехать на трансфере. И в 10 раз дешевле, чем доехать, или там в 5, чем доехать такси недорого.
Поэтому как добраться до Батуми, выбирать вам. Я подведу 3 итога, которые я вам рекомендую из аэропорта Батуми. Первый – это, естественно, такси. Вызовите такси, Яндекс.Го, Максим, либо Болт. 3 сервиса через приложение довезут вас до города в среднем за 7-8 лари. Если в пересчете, это получается $3. Если в русские рубли, 210-250 рублей – это потолок. А второй вариант – это автобус. Он менее привлекателен, но совсем бюджетный по цене, по стоимости. Автобус – это 9 либо 10. Ходят они с 7 утра до 24 ночи. Заходят прямо в аэропорт. Ходят часто и можно доехать. И третий способ – это, конечно же, вызвать трансфер. Это такой прям по-богатому. Ну, кто на что учился. Думаю, что был вам полезен. Еще больше информации о том, как добраться, перемещаться по городу, по Тбилиси, по Батуми. Смотрите в каталоге Мадлоба.